Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в работе машинка Volvo S60 и полезем в стояночный тормоз. Машина приехала с симптомами подклинивания колеса. Данная неисправность проявляла себя при движении назад. Когда назад едешь, происходит скрежет и прямо чувствуется, как колесо подтормаживает. В первую очередь в данной ситуации подозрение падает либо на тормозные колодки, либо на колодки стояночного тормоза или ручника. После того, как я снял колесо, развел колодочки, понял, что что-то мешается внутри барабана. Когда я снял барабан, увидел следующую картину. Колодки были в таком состоянии, то есть накладки отлетели от колодок и свободно перемещались внутри барабана. По старой традиции обратимся к ВИДА. ВИДА говорит снять декоративную накладку ручника в салоне, и там появится доступ к регулировочному винту. Винт отпустить на 5-10 оборотов для того, чтобы ослабить тросы. После этого снимаем колесо, снимаем тормоз в сборе, снимаем тормозной диск и снимаем все внутренности. Тормозные колодки, пружинки, которые все это держат. Далее меняем все на новое и собираем в обратной последовательности. Как отрегулировать ручник, я уже в конце расскажу, когда будем уже заниматься регулировкой непосредственно. Кардан Баланс предлагает заводской ремонт, диагностику, балансировку и изготовление карданных валов любой сложности на современном оборудовании. Звоните 8 800 555 50 37. Кардан Баланс. Если на дорестайловой модели здесь можно было выдернуть боковину, то в рестайлинговой модели здесь она идет на торксах, крепится. И добраться до винта регулировки нужно немножко по-другому. Сейчас я попробую, чтобы камеру не задеть. Защелочка здесь. И здесь 3 штырька, которые вставляются. Убираем чехол ручника и получаем доступ к гайке. Вот она регулировка. Сейчас покажу вам получше. Вот она. И эту гаечку откручиваем на 5-10 оборотов. Здесь стоят такие защелочки, которые не дают ей проворачиваться. Сейчас я отпустил максимально трос ручника, и можно приступать к демонтажу и последующему монтажу ручного тормоза. Итак, в прошлый раз я все снял и оставил разобранным. Сейчас остается только все собрать и поставить на место.
ставим пружину и обязательно собираем в кучу провода, которые я расчехлил. И не забываем про заглушечки. Итак, дорогие друзья, сейчас заведу машину. Машина на солнце. Пусть кондиционер немножечко поработает. В первую очередь прокачиваю педаль тормоза. Все, колодки подошли. Немножко наведем прохладу в салоне. Итак, сейчас вот на новых колодках он делает 3 щелчка. Значит, как говорит Вида, максимальный эффект должен быть между вторым и пятым щелчком. Вот раз, два и три. Это вот он уже хорошо. 4 уже такой жесткий натяг. Пока оставлю так, потому что там колесо немножко в притирку крутится. И нам надо обязательно прокатиться. То есть Вида вначале просит, когда очень сильно откручен вот этот болт регулировочный, подтянуть его так, чтобы было от 2 до 5 щелчков. У нас раз, два, три, 4. Вот 4 щелчка. Дальше необходимо проехаться и на скорости 30 км в час начать тормозить ручником, чтобы колодки притерлись к барабану, чтобы они поймали свое место. Это вот по инструкции, как говорит Вида. Проедемся, разгонимся чуть-чуть, затормозим. Посмотрим, как себя ведет ручник. Надо, подтянем. Потом приедем, посмотрим, крутится ли свободно колесо. Дорога не очень хорошая, еду потихонечку, чтобы камера не завалилась. Разогнался до 30, начинаю торможение. Разогнался, чуть сброшу. 30. О! В первый раз было совсем тяжко. Во второй раз уже лучше останавливает машину. Вообще, как бы Вида говорит, что надо сделать один раз. По крайней мере, она пишет только об одном эпизоде. Но я уже сделаю здесь немножко по-своему. Сейчас еще пару раз вот так машинку приторможу ручником, чтобы колодки притерлись получше. И, в принципе, будем уже вставать на площадку, поднимем колесико, посмотрим, как оно крутится в свободном состоянии. Проверим на щелчки ручника. Так, опять разогнался чуть. 30. О, уже 6 щелчков дает. 7 щелчков. Вот 8 даже. Да, ручник подпросел. Это хорошо. Здесь уже на плохой дороге оба колеса идут на юз при торможении. Да. Камера завалилась, простите. Так, встал в тенек. Машина пусть работает. Кондиционер все-таки спасает. Жарище на улице. Раз, два, три, 4, 5. И вот на пятом только усилие чувствуется. 6. Так, поставил на 3. На 2. И вот на 3 уже туговато. Не знаю, оставлять, так не оставлять. На 3 происходит фиксация.
Думаю, чуть-чуть отпущу, грамулечку совсем. Вот на 4-м уже совсем туго. Наверное, оставлю так. В таком положении пока. Но чехол как вставить, я уже вам говорил. Вот одна, вот вторая, вот третья. Но здесь основные две сверху, вот две петельки здесь находятся. И снизу 3 штырька, которые вставляются. Пойдем поднимать машину и будем смотреть, крутится ли вообще колесо, когда ручник освобожден. Колесо вращается отлично. Чуть-чуть колодочки его придерживают. Это совершенно не критично. После первого же километра езды этого зацепа не будет. Что ж, дорогие друзья, спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Легких вам ремонтов. Всего хорошего. До новых встреч.